Приветствую всех на канале Алекс Моторный. На связи Харьков. Вашему вниманию очередная порция новостей разной интересной информации, происходящих в нашем городе. В Харькове после довольно прохладной погоды стало теплее. Температура воздуха поднялась до плюс 17 градусов, но радоваться будем недолго теплу, так как уже через пару дней снова начнет холодать. А вот готов ли Харьков и Харьковская область к отопительному сезону? Харьковщина на завершающем этапе подготовки к отопительному сезону. Сейчас объекты социнфраструктуры готовы на 100%, жилищный фонд на 99,6%. Об этом сообщил заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Игорь Турченко. Сейчас мы в активной работе по 3 нашим громадам. Это Песочин, Солоницевка и Слобожанская. Это те громады, которые зависят зимой от ТЭЦ-5 и Змеевской ТЭЦ. Уже завезли модульные котельные и монтируем их, чтобы была возможность альтернативного отопления. Также снабжены все критические объекты инфраструктуры генераторами. Мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что отопление включат, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов тепла в течение 3 дней. А вот отопительный сезон в одном крупном городе Харьковской области под угрозой срыва. В городе Лозовая даже больницы работают без центрального теплоснабжения. Медикам разрешили отапливать помещения бытовыми средствами обогрева. Теплоснабжающие предприятия Лозовской громады технически готовы подать тепло. Вопрос за газовиками, которые не дают необходимые разрешения, без которых коммунальщики не имеют права самовольно вмешиваться в сети. Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что проблема в задолженности местных тепловиков за распределение газа. Тепловикам не выплатили более 150 миллионов гривен государственной компенсации разницы тарифов. На счетах тепловиков оставляют лишь 35% поступлений, а долги населения достигли 150 миллионов гривен. Лозовская громада планирует обращаться в полицию и СБУ относительно действий газовиков. Харьков становится городом пенсионеров и переселенцев. В городе проживает свыше 200 тысяч ВПО, среди них 27 тысяч детей. После начала полномасштабного вторжения из города выехало большое количество молодых людей и людей среднего возраста. Осталось много пожилых людей. Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан рассказала, что количество людей, которых опекают социальные службы в Харькове, возросло в 2 раза. При этом количество социальных работников сократилось, ведь часть из них выехала из города. По данным мэра Игоря Терехова, сейчас в Харькове проживает 1 миллион 300 тысяч человек. В начале войны харьковчане активно эвакуировались из города. В марте 2022 года оставалось около 300 тысяч жителей, но затем значительная часть вернулась. Еще одна проблема Харькова – прям катастрофическая ситуация, городу не хватает дворников. 2100 дворовых рабочих есть сейчас в Харькове, тогда как необходимо еще около 2500. Также нужны мастера участков, а также слесари-ремонтники автотранспортной техники. Об этом на ярмарке вакансий рассказала начальница кадров коммунального предприятия «Харьков Благоустройство» Марина Волкова. Она рассказала, что, во-первых, у людей есть страх, и это нормальное явление. Во-вторых, может их как-то смущает заработная плата. Зарплата дворовых рабочих составляет от 8600 до 12 тысяч гривен. За вычетом налогов они где-то на руки получают от 7 до 10 тысяч. Она напомнила, что сотрудников предприятия обеспечивают спецодеждой и необходимой техникой. Предлагают соцпакет, а также предоставляют льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. К украинской армии присоединился 41 сотрудник коммунального предприятия «Харьков Благоустройство».
Среди них 4 работников пропали без вести, а 2 мужчин погибли на фронте. В Харькове также проблема с водителями общественного транспорта. Женщин приглашают водить троллейбусы и работать в метро. Дефицит специалистов мужского пола возник из-за боязни ТЦК. Мужчины боятся идти работать, а троллейбусное депо может забронировать только 50% сотрудников. Начальник отдела эксплуатации коммунального предприятия «Троллейбусное депо номер 3» Любовь Житько в интервью интернет-ресурсу «Объектив» рассказала, что в депо не было такого, чтобы работники ТЦК снимали водителей с рейса. Водители троллейбусов в основном забронированы. Также им выдается служебное удостоверение на случай, если их остановят. Что касается зарплаты в депо, то она зависит от премии, отработанных часов и квалификации. Самую большую зарплату предлагают автомалярам до 20 тысяч гривен. Водители троллейбусов в среднем зарабатывают 15 тысяч гривен. Что касается женщин, то сейчас в депо номер 3 на курсах водителей учатся 4 женщины. В этом году сели за руль 3 женщины-водителя, в прошлом году 4. Также в работниках нуждается Харьковский метрополитен. Зарплата до 18 тысяч гривен. Сейчас Украину защищает более 120 человек с предприятия. Это инженеры, электромеханики, машинисты электропоезда и слесари. В общем, нехватка работников, водителей и слесарей наземного общественного транспорта составляет примерно 50%. Это касается подавляющего большинства транспортных коммунальных предприятий города. Салтовское трамвайное депо, Октябрьское трамвайное депо, троллейбусное депо номер 2 и номер 3. Кстати, не забываем, что в ночь на 27 октября стрелки часов переводим на 1 час назад. В связи с чем Харьковский зоопарк объявил тоже о переходе на зимний режим работы. Часы работы зоопарка теперь вход посетителей с 9 до 16, а выход до 17 часов. Выходной в зоопарке понедельник, а вход абсолютно бесплатный. И про военную обстановку в Харькове. 19 октября около 23 часов 50 минут войска Российской Федерации нанесли удар по Новобаварскому району Харькова. По предварительным данным, гибридным боеприпасам «Гром-Е1». Удар пришелся на открытую местность, были повреждены частные дома и автомобили. Обошлось без пострадавших. Вечером 20 октября Российская Федерация снова ударила по Харькову. Под ударом оказались 2 района города – Киевский и Основянский. В Основянском районе повреждены 4 жилых дома, 6 нежилых зданий, 14 автомобилей, а пострадало 12 человек. А в Киевском районе в результате обстрела повреждены 7 жилых домов, 8 нежилых зданий, 3 автомобиля, АЗС, пострадал 1 человек. В 10-й школе сейчас функционирует пункт незламности. Если вам кому-то нужно сейчас побыть, там еще что-то такое, все. Кроме того, полиция выставляет возле каждого подъезда полицейского по охране. Просто чтобы вы тоже не переживали за это. Можно один вопрос? Да, конечно.
Игорь Александрович, а вы когда-нибудь спите? Да. Хорошо. Хорошо, что у вас настроение хорошее. Друзья, я хочу напомнить, что всю подробную оперативную информацию о событиях, происходящих в Харькове и области, вы можете узнать из моего телеграм-канала «Алекс Моторный». Ссылка на него в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. Переходите и подписывайтесь. Также подписывайтесь на YouTube-канал, если вы еще не подписаны. Весь Харьков на одном канале. Спасибо всем за внимание. До новых встреч!